Всем привет, с вами Ганзи. И это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Вы набрали нужное количество лайков и нужное количество комментариев. Красавчики. Надеюсь, что вы будете поддерживать активом этот сюжет и дальше, в таком же духе, а можно и лучше. Давайте пока так же. 150 лайков, 150 комментариев, и завтра будет третья часть. Ну и можно уже начинать, собственно говоря. «Цепи судьбы», вторая часть. Сюжет про Обита. Погнали! Глава 2. Каноха, которую я помню. Волна боли окутала мое тело, легкие будто не дышали. Каждая попытка вдоха мучительным спазмом проходилась по всему телу. Я собрался силами и, что есть мочи, выкрикнул: «Рин!» Холодный пот градом валил по лицу, перед глазами все плыло. Где я? Что это за место? Когда я немного потер веки, общий интерьер начал вырисовываться. Я лежал на футоне. В правом углу стояла небольшая тумбочка, на которой лежали большие защитные очки с оранжевыми стеклами. Правее через окно свет падал на небольшой рабочий стол с лампой на левой стороне и стопкой книг на правой. В дальнем правом углу стоял шкаф, тоже заполненный литературой. «Не может быть!» – тихо проговорил я, вставая и шаткой походкой подходя к столу. Солнце слепительно озаряло сегодняшний день. Среди бумаг я разыскал календарь. Нет, это не может быть правдой. Я бросил календарь на стол. В отражении стекла увидел себя. Детские черты лица, испуганный взгляд, бледная влажная кожа. 22 года назад. Сейчас мне 8 лет. Только сейчас я осознал, что столько лет не был в своей комнате. Беспорядок, куча разбросанных книг и одежда, как всегда, потрепанная. Видимо, у меня совсем не оставалось сил, чтобы аккуратно ее сложить. Ностальгия нахлынула потоком, и я невольно улыбнулся, но счастье было недолгим. В голову тут же вернулись сотни вопросов. Самый главный из них: что мне теперь делать? Я прекрасно помню всю свою жизнь, да и вряд ли это просто плохой сон, который часто снится детям моего возраста. 8-летний мальчишка с разумом 30-летнего мужика. Если бы мне кто-то такое сказал, ни за что бы не поверил. А самое главное, мне некогда расслабляться. Сейчас я слишком слаб, даже себя защитить не смогу. Чего уж говорить о друзьях и деревне. Во что же это я ввязался? Почему не послушал Рин? Я ударил себя по лбу. Больно. Но это боль не идет в сравнении с тем, что будет, если я совершу ошибку. «Обита! Обита!» – прокричал голос за дверью. Я вздрогнул, немного хриплый, но все еще такой же нежный голос. «Да, бабуль», – ответил я, проглатывая комок эмоций. «Ты уже встал?» Встал. «Очень хорошо. Давай позавтракаем, а потом у меня будет для тебя пару дел». «Да, конечно, бабушка», – немного тише ответил я. Как я стал Тоби последователем Мадары, меня больше не волновала судьба близких. Моя бабушка многое пережила, смерть родителей, затем и мою. День начался ужасно. Я оделся и спустился вниз. Бабушка заботливо подставила миску с рисом на стол. На тарелках лежали небольшие кусочки рыбки. Мой живот издал ужасно громкий звук. Бабуля повернулась. Седые волосы, стрижка каре, морщинки на ее глазах были не столько от старости, сколько от постоянной доброй улыбки, что красовалась на ее лице. Пара темных, как ночь, глаз смотрели на меня. «Ох, Обита, ты опять вчера не ужинал?» Ну да, бабуль, прости», — ответил я как можно естественнее. Она покачала головой. «Ай-яй-яй, если не будешь правильно питаться, то никогда не сможешь стать сильным шиноби. Давай садись, а то ведь остынет». Я послушно сел, сложил руки в молитве, а позже приступил к еде. Бабушка села напротив и смотрела, как я кушаю. Когда я почти доел, она проговорила: «Сегодня ты не разговорчив. Обычно ты так много рассказываешь, пока мы завтракаем, а сейчас притих. Что-нибудь случилось?» Черт, я настолько старался не привлекать внимания, что совершил глупую ошибку. Да, бабуля, никакой Шаринган не нужен. Без него видит меня насквозь. Ну знаешь, скоро же поступление в академию. Я хочу доказать, что гожусь в шиноби, выдал я, показывая все свое актерское мастерство. Да, а вчера целый день носился в догонялке. Блин, я и забыл, что был тем еще лежебокой в детстве. Срочно нужно выкрутиться. Ну, как бы сказать, это
тренировка. Физические нагрузки повышают мою выносливость, бабуль». Вот как», – хитро улыбнулась она. «А это не потому, что ты соревнуешься с тем мальчиком? Какаши вроде бы, сын Сакума Хатаки. А? С чего бы мне соревноваться с дураком вроде него?» – машинально проговорил я, надувая щеки. «И чего я завелся-то? Какаши всегда был лучше меня, это правда? Неужели мое взрослое сознание подавляет 8-летнее восприятие мира и людей?» Бабушка легонько посмеялась в кулачок, затем погладила меня и сказала: «Он славный мальчик, а ты еще лучше. Думаю, однажды вы будете вспоминать свои мальчишечьи годы и смеяться над этим. Два друга, что начали соперничество». «Друг? Он такой самонадеянный дурак. Вот еще», – ответил я и, дождавшись, когда бабушка отвернется, подумал: «но я тоже надеюсь». Затем бабушка отправила меня на рынок. Я был рад выбраться из дома, чтобы все обдумать и осознать, а свежий воздух явно не помешает. У самого выхода она оставила меня. «Обита, ты забыл свои любимые очки!» Да, прости. «Ты сегодня такой рассеянный, а ведь без них тебе вечно что-то в глаза попадает». «Ну ба!» – смущенно ответил я, вспоминая, как же часто это происходило. Уже собравшись выходить, я обнял бабушку крепко-крепко, ощущая ее тепло, затем вышел из дома, держа очки в руках. Некогда для меня это было чем-то значимым, тем, что отличало меня от других. Поверить не могу, я и вправду хотел, чтобы мое лицо на скале Хокаге было с очками. От осознания этого я пару раз ударился головой о стенку дома. Проходящие мимо люди уже начали коситься. И я надел очки, выдохнул и отправился в путь. Квартал Учих. При втором Хокаге наш клан выселили сюда, на место старой тюрьмы. Это и породило первые семена сомнений в клане, которые потом порастут в ужасные последствия. Но сейчас это тихое мирное место. Дети носятся по улице, играя в догонялки. Взрослые обсуждают работу, а старики... «Обита, мальчик мой!» – воскликнула старушка, что несла тяжеленные сумки. А старики, как всегда, ищут меня. Я выдохнул и с улыбкой повернулся. «Ох, что же вы, госпожа Сумика, опять закупаетесь впрок? И как это я так быстро вспомнил, как ее зовут? Я бы лучше так материал запоминал, как стариков по голосу». «Ах, Обита, я хочу устроить сюрприз своему сыну. Он скоро вернется с задания». «Правда? Это же здорово. Тогда нельзя терять ни минуты. Давайте мне ваши сумки». Госпожа Сумика улыбнулась, а затем протянула их. Я перенял покупки из рук пожилой дамы и чуть не рухнул. Она там что, кирпичей купила? И как она вообще тащила такие тяжеленные сумки? «Да благословят тебя боги, Обита. Ты так часто помогаешь нам, дряхлым старикам». Ну что же вы, процедил я, загрузив сумки на спину. «Вы, не дряхлая вовсе, как по мне, очень даже молодая и бодрая». Она звонко рассмеялась. Так мы прошли весь путь. Вопросы были самые обычные, поэтому мне было легко давать ответы. Когда мы пришли, я спустил сумки со спины. Попытка разогнуться закончилась сильным хрустом. Я чуть не пустил слезу от боли, однако мужественно сдержался. «Вот спасибо за твою помощь», – ласково ответила она, поглаживая меня по волосам. «Нет проблем, всегда рад помочь», – ответил я, выставляя вперед большой палец. «Тебя послали за покупками?» «А, да, бабуле нужны ингредиенты для супа. Подожди-ка, дай список». Я передал бумажку. Госпожа Сумико покопалась в покупках и выложила часть необходимых продуктов в небольшой кулек. Затем вручила его мне. «Вот, передавай бабушке привет от меня». Я уже и забыл это время, когда с теплом в сердце мы заботились друг о друге. Прижав кулек к груди, я улыбнулся и проговорил: «Спасибо вам, обязательно передам. Мои наилучшие пожелания вашему сыну». После чего я поклонился и побежал. Не знаю почему, но большую часть дороги я вообще не думал. Мой ум занимали мысли о том, где какая лавка находилась. Но я так заплутал, что вышел на главную улицу, озираясь по сторонам и пытаясь отрыть в памяти нужное место, я не заметил, как врезался в человека. «Оу, парень, аккуратнее, ты в порядке?» – спросил он, протягивая мне руку. «О, извините, пожалуйста», – воскликнул я, поднимая голову. Как только увидел этого человека, сразу затрясся. Типичная форма ниндзя Канохи. На сзади была четырехконечная звезда с символом клана Учиха в центре. Я оказался прямо у здания военной полиции Канохи. В висках бешено застучало, перед глазами предстала картина из прошлого. Я подошел к зданию военной полиции Канохи. 4 колонны
окон и витражные стекла на полуцилиндрическом фасаде. Сверху надпись и символ «Была глубокая ночь». Но вся природа затихла, будто бы знала, что грядет кровавая бойня. Я вошел внутрь. Двое рядовых шиноби из клана Учиха стояли и весело болтали, попивая чай. Увидев меня, человека в желтой маске, первый схватился за куна и прокричал: «Эй, ты кто? Что здесь делаешь?» Я не удостоил его ответом. С помощью камуи я быстро перенес себя к нему и проткнул тело рукой насквозь. Теплая кровь напитывала мою кожу, рукав пропитался так, что капли начали падать на пол. Парень зашевелил губами в попытке закричать, но болевой шок не дал ему и шанса. «Что ты такое?» – прокричал его друг, бросив чашку чая на пол. «Тебе конец!» После этих слов он метнул в меня сюрикен глупо. Мое тело стало неосязаемым. Все 5 сюрикенов воткнулись в товарища. Мой соперник открыл рот от ужаса и попятился назад. Я материализовался назад и медленно шел к цели. Мне некуда торопиться, надо же насладиться моментом. Да? Я выхватил клинок с пояса и ударил. Парень сориентировался, его глаза блеснули красным цветом. Шаринган. «Бесполезно», – спокойно ответил я. После чего ослабил хватку, сделал разворот на 180 градусов, слегка присел, проходя под его лезвием, и полоснул клинком по животу. Моя скорость в разы выше этого слабака. Кишки повалили из массивного разреза, его глаза тут же потухли. Он отчаянно попытался собрать внутренности, но было поздно. Тело рухнуло на колени и с ужасом смотрело в мой глаз, который взирал на него сквозь маску. Удар, перерезанная глотка, глухой звук падения. Я шел по освещенным коридорам, остальные, видимо, услышали мою разминку. Узкое пространство, они метнули в меня свои кунаи, вновь все мимо. Один из них начал складывать печати, я их узнаю. Катон, Гокаки no Дзюцу, высвобождение массивного шара огня. «Как глупо!» – произнес я. Затем быстро начал складывать печати. Змея, овца, обезьяна, свинья, лошадь, тигр. Благодаря опыту я успел нагнать противника, и наши огненные шары столкнулись посередине прохода. «Черт, ложись!» – крикнул он, после чего прыгнул в боковой проход с напарником. Я вновь использовал камуи. Это пламя мне не навредит. Однако я не хочу стоять тут вечно. Когда пламя рассеялось, шиноби вылетели в коридор. «Где он?» «Не знаю, может, умер или ранен?» В этот момент, выходя из стены, я прошептал: «Ответ неверный. А теперь умрите». Они повернули в недоумении головы, которые минутой спустя слетели с плеч. Тела пару секунд шатались, а потом безвольно упали на землю. Так я и продвигался внутрь. Один за другим воины клана Учиха умирали под действием моих техник. Первый этаж был зачищен. Когда я поднимался наверх, со второго этажа спрыгнул парень, применив вспышку молнии, по сути просто сюрикен, заряженные чакры молнии. Хотел замедлить меня, затем попятился назад и прокричал: «Нет, прошу, не надо!» Часть моего тела была из клеток первого Хокаге. Рука стала подобна ветке, и я, что из силы, впечатал его в стекло. «Трус!» – процедил я, надавливая на тело с такой силой, что слышался хруст его ребер. Остальные члены военной полиции оцепили меня со всех сторон. Ловушка? Как интересно. Водяной столб. Техника, применяемая первым шиноби. Второй сложил печать и ударил молнией. Все прошло успешно. Мой клон был уничтожен за считанные секунды. «Вы позорите само понятие Учих!» – выкрикнул я, материализовавшись из пола, где только что был уничтожен мой клон. Трансформация тела позволила разделить руку на десяток тонких игл. Они одновременно пронзили оторопевших противников. Они тщетно пытались их обломить. Я закрыл глаз и сосредоточился в ту же секунду. Из их тел вырвались те самые иглы, разметав куски плоти в разные стороны. Крики боли сменились гробовой тишиной. Я прошелся по всему зданию еще раз, но никого не обнаружил. «Кажется, моя работа тут кончена. Пора найти Итачи». С этими словами я телепортировался к выходу. Когда спускался по ступенькам в колонну рядом со мной, воткнулись 2 сюрикена. Девушка, длинные русые волосы, черные глаза. Она так молода, так глупа. Ее шаринган уже развился, но он ничто по сравнению со мной или Итачи. «О, красные глаза!» В меня кинули еще раз, но на сей раз кунаи, само собой, прошли насквозь и воткнулись в колонну, как и предыдущие. Какая дерзкая девчонка. «О, нет!» – прошептала она и бросилась на утек. Наивное дитя. Моя цепь молниеносно вылетела из руки и поймала девчонку. «Итачи, спаси меня, пожалуйста, спаси!» – шептала она, вся в слезах. Значит, ей нравится Итачи. Ну что же, не смогу отказать себе в удовольствии. Я сомкнул цепь, сначала выбила плечевые кости из суставов и послышался глухой крик.
Часть цепи перешла на ребра, переламывая их и вгоняя в легкие. Девчонка резко закашляла, выплевывая кровь. И, наконец, цепь соскочила на шею с хрустом, переламывая позвонки. Девушка дрыгалась несколько секунд, а затем склонила голову. «Такой цветок и так рано завял», – произнес я, погружаясь в измерение Камуи. Холодный пот лил градом, звуки вокруг казались приглушенными. Человек лет 30 поднял меня на ноги, тряс за плечи, после чего повернул голову и приказал что-то двум молодым парням в такой же форме, как и у него. Те быстро ушли и также быстро вернулись. Меня напоили водой, только после этого я начал приходить в сознание. «Парень, ты как? Слышишь меня?» – говорил человек, с которым я столкнулся. Да, простите меня», – виновато прохрипел я, протирая вспотевшее лицо. «Капитан Фугаку, он приходит в себя». «Я вижу, но думаю, нужно отвезти его в больницу». Тут я окончательно пришел в себя и замотал головой, неловко улыбаясь. Нет, извините, у меня бывает такое, набегался на жаре, вот и...» Тот, кого звали Фугаку, строго посмотрел на меня, его жесткие черты лица вводили в страх. Я сглотнул, развел руками и, улыбнувшись, произнес: «Видите, все хорошо». Похоже на то. Тебе стоит быть осторожнее, мальчик. Не гуляй столько на улице, особенно в такую жару». Да, простите, пожалуйста, что столкнулся с вами, мне очень жаль», – виновато склонил голову я. «Не переживай. Как тебя зовут, парнишка?» – спросил он, потрепав мои волосы. «Меня? Обита Учиха. Я знал твоих родителей, Обита. Они были достойными членами клана и всей Канохи. Цени память о них, хорошо?» «Да, обязательно, господин Фугаку». «Ух, какой бойкий, мне такие нужны. Как подрастешь, приходи к нам в военную полицию». «Это большая честь, я обязательно это обдумаю», – воскликнул я, желая покинуть это место. «Хорошо. А теперь ступай домой». «Да, до свидания». Я начал удаляться от злополучного места. Почему я увидел это сейчас? Ранее я никогда не вспоминал эту ночь, не придавал ей значения. Мой клан был убит рукой Итачи Учиха и моей. Сколько же жизней мы забрали тогда под светом багровой луны. Это мое наказание. Я не могу исправить события, произошедшие тогда там, но здесь я не хочу этого допустить. Я должен спасти их. Остаток пути я прошел бездумно, будто бы полностью погруженный в мысли о массивном списке вещей, что велела купить бабуля. Очень большая сумка. Не знаю как, но я дотащил ее до дома. Бабуля приветливо выглянула из кухни и проговорила: «Обита, какой же ты молодец. Я тут вспомнила, что случайно написала больше, чем надо. Забыла очки надеть». Бабуля, тут продуктов на такое количество супа, что всю деревню можно накормить», — сказал я, еле затянув мешок в дом. Прости, в качестве извинений сегодня я приготовлю кучу вкуснятины». Я улыбнулся. Ну, как тут злиться? «О, а разве ты не договаривался погулять сегодня с Рин и ребятами?» «А? Рин?» Дрожащими губами залепетал я, вспомнив, что так и не увидел ее. «Что такое? Ты весь красный, у тебя жар?» – спросила она, подходя ко мне. Нет, я уже опаздываю, да, до вечера, бабуль». «О, будь осторожен, передавай Рин привет». «Обязательно». С этими словами я вылетел из дома и помчался на площадку. Удивительно, как быстро в памяти всплыл путь туда. Какого черта тогда я так лавки торговцев не мог вспомнить? Неважно. Рин, я иду. Когда я прибежал к площадке, куча детей сидели на детской лесенке. Увидев меня, их лица стали почему-то очень недовольны. Рин неловко улыбнулась, мое сердце стучало от счастья. Я собрался, что есть мочи, ее обнять, но мерзкий монотонный голосок буквально приковал меня к земле. «Опаздываешь, как всегда, Какаши. Черт, почему это он смотрит на меня как на говно?» Все, кроме Рин, закивали. «Обита, наверное, был занят», – проговорила она, успокаивая остальных. «Что значит, как всегда?» – возмутился я. «Я помогал своей бабуле». «Да, сегодня уже своей», – продолжил Какаши под одобренные толпы. Вот же придурок. Неудивительно, что раньше я его терпеть не мог. Спокойно, Обита, ты же взрослый человек, а он твой друг. Просто держи себя в руках. У тебя какие-то с этим проблемы, Какаши-дураши? Или же ты мой личный секретарь?» – выпалил я, высовывая язык. «Твою ж, план провалился. Чего это я так вспыхнул? Может, потому что он позорит меня перед остальными?» «Чего сказал? Повтори», – ответил Какаши, подходя и упираясь лбом в мой лоб.
но тут вмешалась Рин. «Ну хватит, давайте просто сыграем». «Да!» – дружно поддержали остальные ребята. «Отлично, я буду водить. Согласен?» «Какаши, ты все равно облажаешься, так что мне без разницы», – ответил он, поворачиваясь спиной. «Ха, наивно ты. Я ведь уже знаю, где ты спрячешься. Тогда на твоей стороне был элемент неожиданности, но теперь я, обладая памятью и опытом, одолею тебя, Какаши». Мы поставили банку на землю, и игра началась. Наступил вечер. Удар по банке, радостный звук освобожденных ребят. «Да, Какаши молодец, спасибо тебе!» Как такое вообще могло произойти? Поначалу я прекрасно загонял его в угол, но каждый раз ему везло. Я правду говорю, он просто нечеловечески быстрый. Я не успевал за ним. Какой позор. Меня обыграл ребенок. Хорошо, что никто об этом не узнает. Рин смотрела на меня с улыбкой, затем помогла встать. «Ты неплохо держался, Обита». «Слабое утешение», – ответил я, тяжело дыша. «Не подбадривай его, Рин. Язык у него длинный, а руки короткие, хотя я не сомневался». «Ах ты!» – тихо прошипел я. «Ну-ну, Какаши, он ведь много раз почти поймал тебя, будто бы предугадывал места, где ты спрятался. Это удивительно», – сказала Рин, слегка прищуриваясь. Какаши немного опешил, затем слегка отвел взгляд и ответил. «Ну, стоит отдать тебе должное». Вот видишь», – усмехнулся я. «Стоит отдать тебе должное. Подглядываешь ты незаметно. Хороший из тебя жулик». Чё сказал? С чего это я жульничать должен? Потому что ты не мог этого знать. Да я тебя и завязанными глазами найду, Какаши». «Да?» – спросил Какаши. «Да». Мы вновь столкнулись лбами. Рин обняла нас обоих и посмеялась. «Вы такие забавные, когда соревнуетесь». «Мы не соревнуемся», – ответили я и Какаши в унисон. В этот момент на площадке появился человек в форме шиноби. На правой руке у него была повязка. «О, отец!» – радостно сказал Какаши. «Мне пора. Учти, Обита, я всегда спасу моих друзей, жульничаешь ты или нет». Я скривил лицо, но в эту минуту посмотрел в его глаза. Они блестели огнем, прямо как тогда, в наш последний бой. Он ни на секунду не думая отдал бы жизнь за своих друзей. Именно сейчас мой шанс. Мне нужно начать свой путь исправления именно с этих слов. Я слегка опустил взгляд, усмехнулся, вытянул большой палец вперед и громко сказал, улыбаясь во весь рот: «Да, я знаю это!» Какаши сильно удивился. Явно не ожидал, что я скажу нечто подобное. Затем, придя в себя, выдохнул, покачал головой и ответил: «Ты такой странный, но может так уж и быть. Я спас бы и тебя». После этого он развернулся и побежал к отцу. Легендарный белый клык листа, серебристые волосы, завязанные в хвост, добродушное лицо с темными глазами, как и у Какаши. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я легонько поклонился, после чего Сакума взял своего сына за руку, и они весело пошли вдоль реки. Я никогда больше не видел Какаши таким счастливым. Его отец всегда был для него примером, гордостью до того рокового дня. «Какаши выглядит счастливым, да?» – спросила Рин, убирая руки за спину и глядя куда-то вдаль. Ну не знаю, наверное. Обита, ты так нервничаешь? Прорицательно, как всегда. Хотел бы я ей сказать, что чувствую прямо сейчас, но пока не изменю этот мир, я просто не имею на это права. Я просто сыграю свою роль, по крайней мере сейчас. С чего бы мне это? Мне сейчас нервничать из-за этого дурака Какаши. Да я и не о нем, тихо проговорила она, затем ехидно улыбаясь. О ком? Спросил я, сглотнув. Как знать, ты поступил очень правильно, даже как-то не похоже на тебя, Обита. О чем ты? Не знаю, почему-то мне показалось, что его слова о друзьях что-то всколыхнули в тебе. Ты выглядел как-то иначе, и это очень мне понравилось. Правда? Восхищенно воскликнул я. Обита, ты прямо так и светишься от счастья. Прости. Мне пора. Мама с папой уже пришли. До скорого, Обита. Надеюсь, еще поиграем. О, да, конечно. До скорого, Рин, ответил я, неловко маша рукой. Она ушла в окружении своих родителей. Все они так счастливы вместе. Подул теплый весенний ветерок. У меня нет родителей. Да и даже покопавшись в самых дальних уголках памяти, я не вспомню их образы. Но они дали мне жизнь и силы, чтобы помогать. Поэтому я защищу улыбки на этих лицах во что бы это ни стало. И первым делом я помогу тебе, Какаши, мой самый лучший друг. Продолжение следует.
Как вы думаете, чем Обита собирается помочь Какаши? Лично у меня есть догадка насчет этого. И если это будет то, о чем я думаю, то это будет очень интересно. Ну а вы не забывайте прожимать лайк, писать комментарий, подписываться, если не подписаны, и прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии этого сюжета. Пишите комментарий, желательно от 5 слов. Если вашим друзьям нравятся сюжеты и нравится персонаж Обита, то советуйте этот сюжет своим друзьям. Ну а с вами был Ганзи. Еще услышимся.